Всем привет, друзья! И сегодня наконец-то будет гайд у нас про вещи рифы. Сейчас вот по 11:00 старт вещих рифов. Этот гайд, естественно, я немножко дораспишу помимо видео, и будет он на нашем сайте. То есть сейчас на сайте именно вот если перейти гайды внутри королевства, которые, смотрите, у нас тут вот раз, два, древние ворота, набег призраков, пошибки. Вот этот гайд, он уже не особо актуален. Сейчас другой вид войск наносит больше урона, то есть совместный. Обязательно я это пересниму. И Титан, в принципе, был старый, сейчас Титаны новые. Также не забывайте смотреть, вот тут вот гайды по развитию есть. Если нажмете картинку 1-35 замок, да, 190 королевства, выше, вот они, ролики. Не работала ссылочка, я случайно не ту ссылку нажал, и когда вы нажимали на картинку, вас перекидывало на вход в админку. То есть сейчас я это исправил, сейчас это работает как положено. Вышла новая часть, 5-я сегодня, то есть 25-й день королевства. Делюсь своими достижениями. То есть и все видео вот эти вот, они снимаются только на Дзене и на Рутубе. Также смотрите, все видео на моем канале, которые есть, вы сможете на сайте Stormshot, вот видеообзоры по игре Stormshot найти, нажать вот сюда вот, и вот тут они даже, смотрите, по содержанию вы сможете выбрать, который вопрос вас интересует. Также на сайте есть кнопочка поиск. Я просто сейчас через админку сижу, вы сможете вбить вопрос, и на любую тему, какую, если есть информация на сайте, у вас появится. Также вы можете задать вопрос в комментариях. Если вопрос какой-то более серьезный, весомый, мы его с вами разберем на видео, если там он не требует большого внимания. То есть вот, войти в вещи рифа начнется через 7 минут. Сейчас я, конечно, ролик сразу поставлю на паузу, чтобы вы не ждали. Смотрите, первое, что при заходе нам предлагает выбрать, то есть что вам сразу нужно понимать. Тут есть и плитки. Если вы будете фармить плиток, вам нужно нажать общий сбор. То есть есть единство при сражении за здание войск. Вы когда, то есть, занимаете здание, ну, на здании я не советую, сразу скажу вам акцент, здания тут не играют большой роли. Поэтому вот это вот не нужно. То есть, либо общий сбор, кстати, он тоже там про здание. Вот, либо цель поставок, это вот добыча в шахтах, потому что шахты навряд ли вас там попадется, если там прям очень сильный соперник будет даже в шахтах вас лупить, то есть нет. Вот на шахты вы, кстати, можете выбрать, ну, без разницы на что. Нажимаем просто выбрать, но я шахты собирать не буду. И вот тут вот я вам советую выбирать всегда стремительность, потому что стремительность в походе это самое основное. Давайте сразу посмотрим, если враг нету. Что-то я не совсем понял. Вот, врага нету, но в это время в основном попадаются фермерские альянсы. И я нахожусь не в основном альянсе, а в своем фермерском альянсе. Я, во-первых, и сам буду набирать очки, и мне нужно, чтобы еще мои и фермы набрали очки. Поэтому я бегу. По поводу усилков. Усилки, естественно, мы активируем. Они нам дают бафы. Обычно я делаю это вот так. И альянс, рынок героя. И нажимаю вот такой усилок беру. Можно еще взять на лимит там же, да. Ну, сейчас я не буду тратить. Это очень дорого стоит. И на лимит я брать не буду. В принципе, вот такое вот подготовление вы делаете. Сейчас я ставлю паузу, потому что 5 минут еще до начала. Слишком, ну, нечего будет рассказывать. Есть, смотрите, на карте 4 здания. То есть они приносят там вообще копеечное количество очков. Если вы будете там сражаться за эти здания, вы там все равно много очков не заработаете. Если у вас там достаточно много войск, вы можете владеть целым альянсом этими зданиями или там двумя, это пассивный прирост очков. От этого, конечно, отказываться не нужно. То есть какие-нибудь там
люди, которые не могут активно там прыгать, участвовать и так далее, они могут как раз вот занять и пробовать держать это здание. То есть, ну, основной упор будет как раз на атлантов. Все, ставлю видео на паузу, увидимся через... Итак, продолжаем. Смотрите по поводу появления атлантов, некромантов и так далее. Вот тут вот, если вы нажмете на вопросик, у вас вот тут вот есть расписание, когда кто появляется, то есть какие минуты. 13 секунд осталось до начала врага, естественно. Ну вот кто-то есть, то есть тут фермерский альянс, то есть, ну, в принципе, отлично. Все спокойно получится набрать очков. То есть, и смотрите, открываем карту, стартанул рожок, начало. Вот эти вот некроманты, их 4 штуки, они раскиданы по карте, они дают самое наибольшее, то есть количество личных очков. Смотрите, очки Альянса за убийство 25 тысяч. Неважно, кто убил из вашего Альянса, но если ваш Альянс убил, вы получите 25 тысяч очков. То есть у нас это выглядит вот так. Если вы набрали 30 тысяч очков, в принципе, сейчас мы наберем, я вам покажу и расскажу все. Смотрите, за атаку в личные очки за каждые 25 тысяч единиц урона 50. Максимальное количество очков за одну атаку 600. Сейчас мы откроем отчет, и я вам покажу, сколько мы наносим. То есть вот отчет, нанесенный урон, видите, врагу. То есть мы везде по 600 получаем. То есть мы максимально за каждую атаку получаем по 600. Если мы нападаем на какого-то вот такого молельщика, то тут смотрите, максимальное количество очков 30 и 5000 очков Альянса. Самое главное в этих событиях — это убивать вот как можно больше некромантов, молельщиков и всего остальное. Здания не принесут вам такое большое количество очков. Здания приносят где-то по 2000 очков одно. И то это пассивно, то есть вы можете убивать зверей. Обычно, когда два активных альянса встречаются, буквально через 3 минуты уже ни одного существа на карте не бывает. Они все убитые. 2 раза у нас появляются некроманты, и после у нас появляется самый главный босс по центру. Сегодня я его тоже вам покажу. То есть немножко по звуку я давайте сделаю потише. Я не знаю, как слышно, нет. Надо было немножко сразу потише сделать. То есть вот сейчас мы его убьем и посмотрим, сколько мы личных очков сможем с вами набрать именно за одного некроманта. Если вы набрали 30 тысяч очков, внимание, слушайте сразу. Соперник у вас слабый, и у вас есть игроки в Альянсе, которые не набрали 30 тысяч очков, вы прекращаете атаковать зверей, идете пить чай или занимаете здание и даете возможность игрокам, которые не набрали 30 тысяч очков, набрать личные очки. Если вы там наберете 90 тысяч очков, вы только сделаете хуже. Почему? Потому что игроки, которые не набрали 30 тысяч очков в вашем альянсе, им просто негде их будет набирать. Имейте это в виду. Вот, смотрите, за одного некроманта мы получили 23 850 личных очков. То есть вот он у нас есть. Сейчас мы перейдем. И давайте. Мы же такие вот злые люди с вами. Давайте бахнем его, чтобы он тут не летал. Так, ускорения у нас нету. Ну. Если ваши войска тут умирают, вылечить их практически нереально, имейте в виду. Это конец игры. Если вас прилетел замок и убил, это, грубо говоря, и убил все ваши войска, это, можно сказать, вы игру закончили. То есть, потому что лечить их тут нереально, это за большое количество золота и так далее. Поэтому имейте в виду. То есть не попали мы на врага. Ну и в принципе и не надо. Если сейчас еще зачем-то я отправил еще 2 похода, не нужно было этого делать. Потому что
человек пусть наберет очки. Надеюсь, я его не убил, не задел. Блин. Плохой я человек, если честно, зачем-то зачем я атаковал, непонятно, то есть не нужно было этого делать. И если вас сжигают, вас телепортируют назад на башню, то есть вот так. Поэтому имейте в виду, если вас убили, войска вылечить вы не сможете, только маленькую часть, смотрите, то есть они вот, даже вот такое количество будет лечиться огромное, то есть 5 минут вы будете курить. И вот эти вот монетки, они очень долго копятся, это просто, ну, я вам не советую тратить на это время. Не советую вам умирать, но если уже так случилось, то есть все, вот я с этого аккаунта я закончил, теперь я включусь. Еще смотрите, не сказал главный нюанс, у вас всего лишь будет пару бесплатных телепортов, то есть смотрите сейчас, если нажать на телепорт, вот под временем, видите, 6 минут осталось до бесплатного телепорта, все остальные телепорты за золото, то есть если вы перелетели раз, следующий телепорт у вас будет стоить 2000 золота. Вот смотрите, 51 минута, через минуту появится новое обновление, то есть снова появятся некроманты, которых нужно будет убивать и за которых получать очки. То есть сейчас вот враг занял здание, то есть мы их, естественно, отобьем. 2 здания, чтобы, естественно, лучше победить. За победу тоже дается большое количество очков. То есть и мы сейчас ждем другое появление. Через 10 минут еще раз такое же количество появится некромантов и всего остального. Также смотрите, когда мы выбиваем здание, у нас вот тут вот кристальчики есть, их можно шпионить, и за это дают тоже небольшое количество вот очки альянса, смотрите, 288, то есть мы получим. Вот сейчас 30 тысяч мы набрали, да, мы больше не участвуем, то есть не убиваем зверей. Ну, тут как бы вам не нужно убивать зверей, если вы играете активным альянсом, чтобы все игроки смогли набрать. То есть у нас все обновилось. И снова появились некроманты. То есть вот смотрите. Вот так. Ставлю паузу, ждем большого босса. Покажу вам большого босса. Так. И сейчас вот у нас появился некромант. По центру самый главный босс. Смотрите, вот. За него личных очков дают 900. То есть мы сейчас, вот я как раз полечу фермой убивать этого некроманта. Ну, точнее, зарабатывать очки на ферме за убийство некроманта. То есть одну ферму мою подрезали, я отомстил. И смотрите, то есть вот по 900 очков, и общее количество очков это 50 тысяч, то есть это достаточно много. И давайте подведем итог. Плюсы, то есть важное, то есть смотрите, ограниченные телепорты, долгое лечение войск. Если вас убили, вас телепортируют на безопасную зону, и если у вас нет золота, вы уже не сможете перелететь. Если вас убили, вы не вылечите свои войска, и это тоже очень плохо, и вы не сможете, то есть, принять участие. Если у вас все хорошо, вы набрали 30 тысяч, вы не должны быть жлобами и дать возможность набрать другим игрокам своего альянса, то есть возможности. Убиваете вот этих вот чудищ, и у вас все хорошо получается. Не будем давать этим врагам набирать очки за то, что они убили мою ферму. Пусть сгорит чудовище. Вот. Это самое главное. И смотрите, здания, да, здания приносят вот по 1200 очков. Это вообще прям копеечки. То есть вот смотрите, еще добиваем мы последнего верховного жнеца Атлантиды. Это 3-й. Всего их будет 3 штуки. Ну, я показывал, где вы можете ознакомиться. Вопросик нажимаете, и там по таймингам, по времени все расписано. То есть
Сейчас я как раз его добиваю, и через 3 минуты заканчивается событие, и я покажу вам награды. 3 фермы у меня еще удалось, помимо основного замка, 3 фермы набрали по 30 тысяч очков. Неважно, тут не как в войне, вот. Тут за поражение, за победу дается одно и то же. То есть, давайте вот откроем эту строчку. Вот они, мои 3 фермы. Они все набрали очки. Смотрите, тут единственная разница: за победу 2000 кристаллов и 20 сфер, да, тут, ну, вот эти вот. И за поражение вот это вот. Награда за личные очки, она дается, неважно, выиграли вы, проиграли, то есть вы 30 тысяч набрали очков и получили вот эти вот все награды. Поэтому очень важно давать игрокам с вашего альянса, чтобы они могли обязательно набрать вот это вот количество очков. Все, то есть если вот вы играете на лайте, да, нету особо соперника, нужно, чтобы каждый смог атаковать. То есть, и смотрите, приоритеты, то есть Верховный Жнец, да, там самое большое количество очков дается личных. Вот тем, кому нужно добрать, нужно оставлять Верховного Жнеца, чтобы он мог набить быстро личные очки. То есть вот она вся суть. И либо некромантов, то есть вы можете убивать обычных молельщиков. И то, если там у вас большое количество игроков в альянсе не набрали, то лучше вам сходить, вот я говорю, занять здание и пойти покурить, чайку попить там и все остальное. То есть событие очень интересное, когда играет 2 активных сильных альянса. Я говорю, там за 3 минуты, буквально за 3, за 5 исчезают все молельщики. То есть на карте делать нечего. Вы просто сидите 7 минут и курите, ждете, когда появятся другие. То есть это вот когда 2 активных сильных альянса встречаются. Это в основном так и будет у вас, если вы играете в большом альянсе, именно так у вас и будет. То есть старайтесь быстренько куда-нибудь тэпнуться к некроманту и попробовать набрать очки. Потому что, видите, за победу и поражение альянса там вообще несущественные награды. Можно и проиграть, то есть главное набить всем 30 тысяч очков. Плюс шахты есть, да, шахты они дают... Вот они, видите, раскиданы. Давайте посмотрим. Сейчас вот наша шахта. 5000 личных очков. И, возможно, и очков альянса. То есть там нет личных очков и таких. То есть 5000 шахты вы можете выбить. Ну, это, скорее всего, очков альянса. Давайте информация. Вот, очки альянса плюс 1000 в минуту, то есть личные очки плюс 108, то есть отсидели вы там 10 минут и получили свою там 1000 очков, то есть это очень мало, имейте в виду, то есть с шахты идут хорошо очки альянса. Все, событие закончилось, поздравляю с победой. Был трудный, тяжелый бой, давайте перейдем в вещи рифы. Такой вот гайд, я думаю, я все вам рассказал, в принципе, все показал. Вот видите, главный шахтер собрано, там 5000. Отчет о схватке. 3 фермы у меня набрали по максималочке, и давайте смотреть награды. То есть я набрал 30 тысяч. Поздравляем, вы собрали кристаллы приливных земель и получили очков альянса 28 тысяч. Интересно. Вот, это награда за личные очки и за вещих рифов. Смотрите, вот 2600, 4 сундучка с аристократами и 3 сундучка с маркизами, плюс на нашего питомца, то есть на обезьянку. И вот очки за победу, то есть такие себе. Давайте дальше идем сразу, чтобы гайд был полноценным. Что скупать в вещих рифах? То есть если это ферма, то вы покупаете только ресурсы. Можете еще что-то. Это прям незначительно. То есть тут и количество ресурсов такое прям вообще небольшое. Если это основа, то вы покупаете знаки аристократа,
в первую очередь, и там уже вот эти смотрите там связующие сферу или на обезьянку что-нибудь, то есть подвисает немножко. Вот 3000 будет стоить 20 знаков аристократа, 1000 будет стоить вот такой вот. И вот из этого уже вы дальше можете смотреть. Можно, конечно, 20 сундучков. Кстати, нужно, да, 20 сундучков с кристаллами. То есть вот это все, потолок. Мы что собрали, то и потратили, то есть на вещих рифов. Идем сразу в нашу обезьянку, давайте, и прокачаем ее. Открываем ядро. Тут, кстати, прям вообще немножко осталось. И вот у нас обезьянка уже, видите, какие параметры дает. Уже что-то, видите, 39 уровень, то есть это не так много. Она у меня намного поход с обезьянкой слабее, чем поход с дирижаблем. Всем спасибо за внимание, всем пока. Все гайды будут на сайте stormshot.ru. Переходите, делитесь ссылочками в альянсе на сайт и развивайтесь и участвуйте во всех